Ну что, ребята, всем привет! Канал А-ну-ка подсоби-ка. Сегодня вам расскажу такой случай, который произошел со мной буквально вот несколько дней назад. Когда я проходил мимо своего компьютера и боковым зрением случайно увидел, что бац, он сам собой включается. Выключил я его до этого уже за несколько часов. И просто мое такое какое-то небольшое состояние такого ступора, бац, компьютер сам по себе включается. То есть я слышал о таких проблемах, но я вот столкнулся сам лично с ним первый раз. То есть обыкновенное вот выключение компьютера, как обычно через пуски, все как обычно, как всегда. То есть компьютер у меня он не первый ему день, он уже у меня несколько лет, тот же самый, никогда такого не было. То есть вот я нажимаю пуск, все как обычно, выбираю вот значок питания и среди выпавшего меню убираю завершение работы. То есть стандартное, то есть никаких гибернаций, я ничем не пользуюсь. Сразу говорю, что ничего у меня этого, я не спящими режимами, этим у меня десктоп, то есть рабочий такой компьютер, у меня не ноутбук, это случилось не на ноутбуке, ни на каком, это вот обыкновенный вот настольный компьютер. Я вот показываю, что я сделал. Я сразу вам говорю, в первую очередь у меня, я знаю, что у меня такая есть проблемка была с кнопкой питания, поэтому она иногда у меня как будто как проваливается туда, то есть и залипает. Поэтому я сразу на нее подумал, и я вам это не советую сразу делать, это нужно делать, наоборот, в самом конце. Это поменять местами, то есть включение и перезагрузку, кнопки включения и перезагрузки местами, если у вас позволяет корпус, да, если у вас на нем есть и кнопка перезагрузки, и кнопка питания, просто поменять их местами. Это делается элементарно, там даже рассказывать нечего, просто-напросто на материнской плате эти две фишечки снимаете с передней панели, которые подключены к материнке, и меняете их местами временно. И смотрит, просто у вас станет наоборот включаться через кнопку перезагрузки, а перезагружаться через кнопку включения-выключения. Вот и все. Временно, чтобы проверить, не от кнопки ли это. Все. Потом можно все обратно вернуть на место, если это выяснится, что это не так. И блок питания. И самое последнее остается блок питания. Все, о чем я сейчас покажу, если это не сработает у вас, то остается вот кнопка и блок питания. Это на самый конец оставляйте. Всего того, что вот мы сейчас с вами проделаем, что я вам покажу. А так вы просто и набираете прям сразу вот просмотр событий. Запускайте его. Всегда делайте все от имени администратора. Итак, что мы имеем, ребята? Журналы Windows, система. Фильтр текущего журнала, выставляете в источниках событий, Power Troubleshooter, то есть все, что связано с питанием. Вот, ищите галочку, устанавливаете, нажимаете ОК, смотрите, какие у вас здесь ошибки. Вот видите, у меня событий 0, но я-то знаю, что у меня это из-за кнопки питания, поэтому у меня здесь ошибок он здесь никаких и не выдал. То есть у вас, если здесь будут какие-то выпадать ошибки, то есть вы увидите, что будет что-то связано, прям нажимаете на них по очереди и смотрите, если какие выпадут, если у вас что-то будет связано с мышкой, с клавиатурой, с сетевым адаптером, то есть проверяйте сразу их. То есть сетевой адаптер, это значит, если увидите сетевой адаптер, сразу все закрываете и проверяете компьютер на вирусы. То есть что у вас там есть, проверяйте на вирусы. Я например, использую Total Security, бесплатный антивирус, и добавочно еще антимальвары прохожу двумя антивирусами и проверяю все. То есть вы сразу проверите, потому что если сетевой адаптер, это 90%, что это будет, скорее всего, у вас вирус на компьютере. Если будет мышка или клавиатура будет указан как источник вот этих вот проблем, то есть идете, нажимаете правой клавишей по значку пуск, ну, любым каким вам удобным способом, вы попадаете в диспетчер устройств. Итак, ребят, диспетчер устройств, находите здесь клавиатуру, находите здесь мыши. Допустим, заходите в мышь, к правой клавише мыши, свойства управления электропитанием, и вот эти галочки снимаете, где написано «Разрешить этому устройству вводить компьютер из ждущего режима». Убрали галочку, нажали ОК. То же самое по клавиатурам. Заходим в свойства управления электропитанием, снимаем галочку «Разрешить этому устройству вводить компьютер из ждущего режима». ОК. Также везде проходите, все, что у вас там есть, все везде убираете. Все, это вы все убрали. Теперь пишем в поиске панель управления. Открываем классическую панель управления. И нам нужно попасть в раздел электропитания. Настройка схемы электропитания.
Далее изменить дополнительные параметры питания. Вот здесь мы находим раздел сон. Вот этот плюсик нажимаем. Разрешить таймеры пробуждения, плюсик, и значение включить. Вот мы здесь его ставим на не включить, а выключить. Вот отключить. Нажимаем применить. Окей. Все. Далее можно прямо отсюда, далеко не уходя, сразу вернуться в панель управления. Центр безопасности и обслуживания. И здесь, друзья, вот в эту вот вкладочку заходите обслуживание. Выбираете изменить параметры обслуживания. И вот здесь вам нужно снять галочку. Если будет стоять галочка, разрешать задачи обслуживания пробуждать в компьютер в запланированное время. Вам ее нужно тоже убрать. Вот если она стоит, вы ее убираете. И все. Нажимаете ОК. Все нормально. Все. С этим вопросом разобрались. Если не пользуетесь гибернацией, выключайте ее нафиг через командную строку. Просто пишите командная строка. Запускайте ее от имени администратора и вбиваете следующую команду. Power CFG-HOC. Ну, она будет в описании, можете оттуда скопировать и прямо ее оттуда и сразу сюда вставить. То есть в описании к видео можете ее найти. Все, гибернация у нас отключена. Вот таким простым способом мы ее отключили. Кто хочет включить ее обратно, вбивает просто Power, вот этот конфиг, Power CFG, тоже -H, только on. И нажимаете Enter. Ну, все это подтверждается, естественно, Enter. Вот, обратно я ее опять включил. Просто вам, я думаю, в такой ситуации, чтобы все проверить, лучше выключите ее нафиг, и все, так будет лучше. Идете в планировщик заданий. Открываете его от имени администратора. Ну, это для тех, у кого есть время, кто уж хочет окончательно все. Ну, в принципе, мы таймер пробуждения отключили. Ну, если вы что, можете здесь пробежаться, просто просмотреть уже, вот, чтобы было точно надежно, что все они у вас отключены. Там, собственно говоря, ну, по-хорошему, если так быстро, я так думаю, там за несколько минут можно все это даже просмотреть. Вот, выбираете раздел Microsoft, выбираете раздел Windows. И вот эти вот все разделчики вот так вот пробиваете. Вот их тут сколько. Ну вот, все, они уже закончились. Любой раздел. И переходите здесь в правую сторону. И во вкладку условия. Вот, допустим, переходите вот сюда, вкладку условия, смотрите, вот, чтобы не стояла галочка «Пробуждать компьютер для выполнения задач». Вот, где она будет стоять, просто попробуйте ее убрать и посмотрите. То есть, вот, пробегите по всем во вкладке условия, посмотрите, чтобы не стояла галочка «Пробуждать компьютер». Если она стоит где-то, ну, просто-напросто берите ее, убирайте, и все. Все, ребят, и возвращаемся к тому, с чего мы начали видео. Если это все вам не помогло, компьютер все равно начинает включаться, как и включался до этого сам по себе, живет своей жизнью. То есть, все, вы должны понимать, что у вас остается кнопка питания, либо это блок питания. Если я не прав, а я могу быть не прав, то есть где-то в чем-то сразу вам говорю, вы обязательно поправьте меня в комментариях. То есть напишите ваши версии, как вы это видите со своей стороны. В моем случае оказалась кнопка питания. В вашем случае может быть что-то другое. Пожалуйста, укажите это в комментариях. Буду очень рад вам. И подписывайтесь на канал, ребят. Ну, что-то реально нас что-то так совсем мало. Хоть как-то поддержите меня, потому что видео будет много интересного. Ну, я думаю, вам не сложно, нажмите там и все-таки так немножко для солидности, для канала. Всего доброго, до новых встреч, ребят, до новых видео.